Друзья, всем привет! Вы на канале Фактограф, и сегодня мы поднимем важную тему, поговорим о запрете цирков с животными и запрете дельфинариев. На протяжении многих лет зрелище с участием животных привлекает внимание миллионов, но за яркими огнями и восторженными криками зрителей скрывается множество проблем. Каково это — жить в неволе, выполнять трюки ради развлечения? И действительно ли развлечения стоят тех жертв, которые приносят наши меньшие братья? Сегодня мы рассмотрим причины, по которым нужно запретить использование животных ради забавы, а также узнаем, сколько стран уже запретили подобные представления. Приготовьтесь к откровенному разговору о том, что стоит за кулисами этих зрелищ и почему пора двигаться вперед к более гуманным формам развлечений. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А теперь поехали! С давних времен животные используются людьми в культурно-развлекательных целях. История уходит корнями в Древний Рим. Первые представления с дикими животными зародились на аренах театра смерти Колизея, где животных натравливали на людей или сталкивали между собой. Второй вехой в развитии цирка стало Средневековье, где наряду с инквизицией и публичными казнями снова стали популярными дрессированные животные. Считается, что первый в мире цирк современного формата появился в середине 18 века в Англии, когда англичанин Филипп Астлей построил в Лондоне специальное здание для школы верховой езды и назвал амфитеатром. Он же основал и первую цирковую династию. Помимо конно-акробатических номеров, в программе впервые появились дрессировщики собак, канатные плясуны, акробаты, клоуны, прыгуны и жонглеры. Ставились целые спектакли. Со временем цирковые представления стали популярны по всей Европе. Дикие и экзотические животные стали получать свои роли в цирках гораздо позже. Однако с 19 века номера с дрессированными животными стали неотъемлемой частью цирков. Всякий раз, наблюдая за тем, как тигры прыгают через горящий обруч, медведи ездят на велосипедах и так далее, зрители думали о том, насколько же умны животные. И главное, с каким удовольствием они делают все эти трюки. Однако, как обстоят дела на самом деле? Зоозащитники заявляют, что цирк – это издевательство над животными. Они считают, что базовые права животных должны соблюдаться и что человек не должен лишать их здоровья и безопасности. Однако некоторые говорят, что диким животным лучше с людьми, чем на воле. Да, плюсы жизни животных в цирке найти можно, хотя их ценность как будто бы притянута за уши. Тем не менее, давайте все-таки рассмотрим эти преимущества. Комфортные условия. На воле животным приходится самим добывать еду и воду, искать укрытие от плохой погоды. В то время как в цирке животных кормят, обязательно выгуливают, медики следят за здоровьем. Безопасность. В дикой природе животные не защищены от других хищников, которые могут быть быстрее, крупнее и сильнее. Их могут ждать и природные опасности, пожары, недостаток пищи и болезни. А еще они могут стать жертвами браконьеров. Активность и развитие. В цирке животные часто выступают и выполняют различные трюки. Им есть как проявить свой интеллект, энергию и грацию. Такая физическая активность, несомненно, развивает и развлекает животного. Так почему использование зверей в развлекательных шоу очень плохая идея? Почему цирк называют концлагерем для животных? И почему важно, чтобы все страны ввели запрет на выступление животных в цирке? Вот вам 8 причин, которые разотрут в порошок приведенные выше плюсы. Жестокая охота. Насилие над животными начинается задолго до того, как они попадают на арену. Именно по заказу цирков охотники часто убивают диких зверей, чтобы забрать их детенышей для дрессировки. Взрослые особи в цирке практически бесполезны, они плохо поддаются дрессуре и их сложнее прикормить, поэтому они становятся расходным материалом для тех, кто ловит артистов. Неподходящие условия содержания. Если вам не нравится то, как содержат животных в зоопарке, поверьте, это еще цветочки. У цирков, а тем более у передвижных шапито, нет возможности и желания делать просторные клетки для зверей. Тигры, львы, гепарды и медведи часто ютятся в небольших вольерах, где нельзя нормально двигаться, только пару шагов вперед и назад.
У обезьян, которые в дикой природе живут на деревьях, в цирке нет возможности лазить по веткам или общаться со своими сородичами. Вообще в цирке часто не обращают внимания на то, живет ли тот или иной вид животных группами или поодиночке, и содержат их так, как удобно людям. В итоге у многих животных начинаются расстройства психики. Они забиваются в угол или становятся агрессивными, монотонно раскачивают головой, часами ходят по клетке или бьются о ее прутья и пол. Как таких животных лечат? Как правило, психотропными препаратами. Жестокие способы дрессировки. Оказаться в цирке для животных – это значит навеки потерять свободу. А как в неволе заставить их выполнять несвойственные им действия? Доказать свое превосходство. Для этого дрессировщики часто применяют физическую силу. Для подчинения животных в цирковых тренировках используют металлические крюки, плети, палки, электрошокеры и прочие принудительные средства. Львов бьют, чтобы те сидели на тумбах, тигрят, чтобы прыгали сквозь огненные кольца. Чем сложнее должен быть трюк, тем сильнее насилие. Как говорится в старом цирковом анекдоте, как поставить слона на одну ногу, надо сбить 3 другие. С помощью побоев и лишения еды животных принуждают почти ко всем произведениям циркового искусства, которые, как правило, противоречат естественным движениям и поведению животных. Так животное постоянно оказывается под психическим и физическим давлением. Все еще думаете, что дрессировщик – лучший друг животного? Ветеринары, которые лечат травмы, полученные животными во время дрессировки, так не считают. Опасность для зрителей и дрессировщиков. Постоянное издевательство, нарушение условий содержания и стресс – все это уничтожает психику животных и провоцирует срывы и психозы. Как следствие, звери выходят из-под контроля и нападают на людей. Вот пара примеров. Американский дрессировщик Александр Криспин погиб в 2013 году во время представления в штате Сонора на северо-западе Мексики. Прямо на арене на него напал тигр и вонзился укротителю в шею. 40-летняя дрессировщица Дон Браншо погибла 24 февраля 2010 года, когда развлекала посетителей в парке SeaWorld в США. Неожиданно касатка Тиликум схватила женщину за косу и потянула под воду. Все произошло за доли секунды. Подобных случаев, где звери в цирке убивали или калечили людей, очень много. Плохое влияние на психику детей. Как вы считаете, как малыши, побывавшие в цирке, будут воспринимать животных? Правильно, они будут считать их не живыми существами, а игрушками, без воли и характера. Наблюдая за выступлениями зверей на арене, у ребенка формируется ложное представление о принципах сосуществования диких животных и человека. Дети приучаются к тому, что даже самый сильный зверь по щелчку хлыста должен встать на задние лапы. Такое жестокое потребительское отношение к природе потом переносится и на других людей. В современном виде и без того много насилия. Дети все это видят и впитывают, а нужно воспитывать в них совсем другие ценности. Страшная старость. Как вы думаете, что делают владельцы цирка, когда животное становится слишком старым для выступлений и уже не может приносить доход? В лучшем случае его отдают в зоопарк, либо оставляют доживать свой век в клетке, в худшем забивают на мясо, либо продают в охотничьи хозяйства, где его убивают ради забавы. В любом сценарии зверей ждет трагический конец жизни. Цирк с животными является пережитком прошлого. Многие отмечают, что цирк со зверями остался в прошлом, когда цирковые программы были еще более жестокими и на всеобщее обозрение выставляли не только животных, но и людей с физическими недостатками. Наверняка вы слышали о цирке уродов, золотой век которого пришелся на период 1850-1930-х годов. К счастью, сегодня фрик-шоу почти полностью исчезли, да и цирковые представления с животными утратили былую популярность. Современные реалии, технологические инновации и новые социальные ценности сделали свое дело. Цирк может быть успешным без зверей. Тенденция в цирковых развлечениях отходит от практики использования животных. Возьмем, к примеру, чрезвычайно успешный цирк Дю Солей. Это канадский цирк, основанный в 1984 году, который произвел революцию в цирковом искусстве. На арене этого цирка никогда не выступали звери. Это принципиальная позиция руководства цирка Солнца. Вместо этого они используют современную музыку и сложные акробатические номера, чем создают уникальную атмосферу и захватывающее зрелище. А что насчет дельфинариев?
Здесь аналогичная история. Для того, чтобы вы поняли, почему дельфинарии и океанариумы – это плохо, достаточно рассказать, как животные туда попадают. При отлове дельфинов, касаток, белух и тюленей используются крайне негуманные методы. Часть животных погибает на отлове. Некоторые из уже пойманных дельфинов и касаток умирают от полученного шока. Млекопитающих перевозят в тесных контейнерах, где не соблюдены нормы температурного режима и уровня соли. И после этого их еще ждет дрессировка и выступление на шоу, которые приносят людям радость, а животным – боль и страдания. Из всех животных, задействованных в индустрии развлечений, морские млекопитающие мучительнее всего переносят неволю. Они получают хронические заболевания от стресса при лишении свободы, разлучения с сородичами, ограниченности пространства, содержания в искусственной среде с неподобающим качеством воды в бассейне, которая никогда не заменит настоящую морскую. Например, дельфины перемещаются в природе за счет эхолокации, отражения звуковых сигналов от твердых предметов, поэтому замкнутое пространство бассейнов буквально сводит их с ума. Правительства многих стран не стали игнорировать проблему. Больше 45 государств в мире полностью или частично запретили использовать в индустрии развлечений животных. Австрия была одной из первых стран, отказавшихся от эксплуатации животных в развлекательных целях. С 2002 года в этой стране существует закон о запрете использования диких животных в качестве развлечений и зрелищ. До этого зоозащитники годами боролись за судьбу зверей. Интересен опыт еще одного государства – Коста-Рики. Здесь впервые в мировой практике ввели запрет на содержание в неволе дельфинов и китов. Трогает также опыт Индии, где не только запрещены развлечения с животными, но и еще в 2009 году решено было отпустить на свободу в национальные парки и заповедники всех слонов из зоопарков и цирков страны. В целом полного или частичного запрета удалось добиться в 26 европейских странах, в 6 странах Азии, в 12 странах Центральной и Южной Америки. В США от представлений с животными полностью или частично отказались 22 штата. Цирки с животными становятся менее популярны не только из-за государственных ограничений, но и из-за этических соображений. Однако они все еще существуют. Тем не менее, помните, что каждый из нас может помочь добиться полного запрета этого шоу для садистов. Не поддерживайте и не посещайте такие представления, а если уж хочется в цирк, можно выбрать тот, что не использует животных. По мере сил рассказывайте детям, что зверям в цирках и на прочих увеселительных площадках отнюдь не весело. Помните, что зверь не выбирал участвовать в шоу, и что сколько бы дисклеймеров ни одно животное не пострадало, не поставили бы авторы, нельзя быть уверенным, что это правда так. И самое главное, чтобы сдвинуть проблему с мертвой точки, нужно как минимум о ней говорить. Чем больше мы публично освещаем проблему, тем большее количество людей начинает понимать, как это ненормально. Не забывайте, что за зрительскими улыбками и аплодисментами во время представлений стоят боль и страх животных. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. Не забудьте поделиться в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Поддерживаете ли вы введение запрета на цирки с животными и запрета на дельфинарии?